Я уверена, что многие из вас видели замечательный фильм Брайана де Палмы «Неприкасаемые» с Кевином Костнером и Шоном Коннери, где неподкупные спецагенты Министерства финансов США храбро сражаются с легендарным гангстерским боссом Алом Капоне и в конце концов побеждают. Музыка Морриконе, костюмы Армани, Роберт Де Ниро в роли Капоне, 4 номинации на «Оскар», одну выиграли. Прекрасный фильм. Никакой связи с реальностью. Ну, то есть группа неприкасаемых Элиота Несса действительно существовала. Они действительно пытались подорвать бизнес Капоне и накопить улики для возбуждения против него уголовного дела. И Капоне в конце концов действительно посадили. Но произошло это не так, как в фильме. И честь привести Капоне на скамью подсудимых принадлежала не бравым ребятам с винтовками. Реальный герой, сваливший криминального колосса, в этом фильме носит имя Оскара Уоллиса. Вот он, этот плюгавый очкарик, боявшийся взять в руки оружие, который в середине фильма предлагает Нессу дикую идею не пытаться уличить Капоне в его самых вопиющих преступлениях – рэкете, убийстве и контрабанде, а попытаться посадить его по статье за уклонение от налогов. Несс даже не удостаивает его ответом. Он не подавал декларацию с 1926 года. Декларацию? Налоговую декларацию. Чем вы занимались в бюро, мистер Уоллис? Я бухгалтер. Этот персонаж, Оскар Уоллис, базируется, хоть и очень приблизительно, на реальном человеке, который и станет героем моего сегодняшнего рассказа. Потому что после того, как бравые парни, вооруженные до зубов, 10 лет пытались привести к ответственности самого знаменитого гангстера 20 века, сделать это в конце концов удалось занудному кропотливому бухгалтеру. Его звали Фрэнк Джон Уилсон. Итак, мы отправляемся в Чикаго 1929 года. 8 лет в США действует сухой закон, запретивший производить, транспортировать и продавать напитки, содержащие больше 0,5% алкоголя. Распивать спиртные напитки сухой закон, между прочим, не запрещал. За подробностями, пожалуйста, обратитесь к моему видео о сухом законе. За эти годы американцы, поначалу принявшие сухой закон с большим энтузиазмом, серьезно разочаровались в этой идее. Ожидаемых перемен к лучшему не произошло. Люди не перестали пить. Просто производство и продажа алкогольных напитков ушли в подполье, а деньги, которые выручались от этой продажи, вместо того, чтобы попадать в руки бизнесов и государства, полностью перешли в руки гангстеров. Вместо ожидаемого падения преступности страна с ужасом наблюдает разгул насилия и централизацию преступных сил. Мафиозные синдикаты сращиваются с продажными властями и начинают подминать под себя города и регионы. На улицах городов происходят перестрелки, люди сотнями умирают от отравления поддельным алкоголем. Подавляющее большинство американцев, даже трезвенники, уже хотели бы отменить сухой закон. Но это не так-то просто сделать, потому что он был внесен в Конституцию. Я чувствую, что мне сегодня несколько раз придется упоминать о Конституции США и о ее поправках, поэтому сделаю небольшое отступление. Конституция – это, как вы знаете, сборник основных законов государства, описывающих принципы, на которых государство стоит. Как правило, Конституцию или вообще не меняют, или меняют крайне редко, и часто это сопровождается сменой государственного строя. А в Соединенных Штатах Конституция вообще считается неприкосновенной. Если нужно привести Конституцию в соответствии с требованиями современного мира, поскольку она была написана еще в конце XVIII века,
то на этот случай к Конституции делаются так называемые поправки. То есть дополнительные законы, которые тоже, в свою очередь, становятся незыблемыми и неприкосновенными. К примеру, 13-я поправка освобождала черных рабов. 19-я поправка дала женщинам избирательное право. И сухой закон был введен не просто каким-то президентским указом. Это была 18-я поправка Конституции. То есть американцы влипли конкретно. Между тем, Средний Запад, житница Америки и по совместительству традиционный центр алкогольной промышленности, превратился за годы сухого закона в кошмарный гадюшник, где конкурирующие банды вели самую настоящую войну за раздел влияния. А главный город региона, Чикаго, просто стал притчей во языцах. Когда крестный отец нью-йоркской мафии Лаки Лучиано посетит Чикаго по делам, он суммирует свои впечатления так. Город совершенно чокнутый, страшно выйти на улицу. Дону Лучиано было страшно выйти на улицу. Представьте себе, как чувствовали себя обычные чикагцы. Но к 1929 году гангстерская война в городе начинает приближаться к развязке. Молодой глава итальянского преступного синдиката Альфонсо Капоне окончательно подомнет под себя город, физически уничтожив или вытеснив почти всех своих конкурентов. Ему только что исполнилось 30 лет, и он стал одним из самых богатых, влиятельных и страшных людей в стране. Он родился в Бруклине и всегда чувствовал себя настоящим американцем. Сын парикмахера и швеи, Ал Капоне сделал умопомрачительную карьеру по ту сторону от закона. С детских лет он был совершенно безбашенным, вот это лучшее слово, чтобы его описать. Непомерно тщеславный, совершенно не умевший и не желавший держать под контролем свои эмоции, он с треском вылетел из школы после нападения на учительницу и прибился к банде Джона Торио, где стал сначала вышибалой, а потом и боевиком. И получил живописный шрам во всю левую щеку от другого уголовника из-за девицы. Вместе с Торио он перебирается из Нью-Йорка в Чикаго. Вскоре устанавливается сухой закон, и итальянская мафия Торио воюет на улицах города с ирландской мафией О'Беннина за раздел влияния. В конце концов, старого лиса Торио тяжело ранят, и он отойдет от дел, оставив своим преемником Ала Капоне. И тот развернется в полную силу. К концу 20-х Капоне не только контролировал большую часть подпольного алкоголя в Чикаго, под его контролем были нелегальные горные дома, бордели, конные и собачьи бега и рэкет. Рэкет, классическое крышевание, составлял огромную часть его прибыли. Если ты хотел заниматься бизнесом в городе, неважно, легальным или нет, ты должен был платить людям Капоне. Иначе твой магазин или ресторан разносили в клочки. Попытки правоохранительных органов возбудить против Ала Капоне уголовное дело ни к чему не приводили. Капоне великолепно умел заметать следы. И он умел заставить замолчать любого, кто мог бы указать на него пальцем. В кармане у Капоне были все, от мэра города и судей до последнего рядового полицейского. С теми, кто не хотел брать взятки, случались несчастные случаи. Несчастные случаи случались также с членами их семей. Тщеславный и обожающий внимание, он любил похваляться своей неуязвимостью. Он вел совершенно роскошную жизнь, выставлял на показ свое богатство и кормил чикагских безработных в бесплатных суповых кухнях. Его обожали журналисты и женщины. Мужчины его или ненавидели, или боялись, а большинство то и другое вместе. И в какой-то момент множество ненавидящих его мужчин возглавил новый президент США Герберт Гувер.
Уже через 2 недели после инаугурации нового президента посетила группа влиятельных чикагцев. Они объяснили президенту, что их город фактически находится в руках бандитов. Более того, полиция ничего не может, точнее ничего не хочет против них сделать, потому что все или подкуплены, или запуганы. Бороться с этой напастью можно только на федеральном уровне. С благословения президента Министерство финансов и Министерство юстиции начинают объединенную атаку на синдикат Алла Капоне. Именно в рамках этих усилий была организована бригада Эллиота Несса, бригада неприкасаемых, неподкупных агентов Бюро сухого закона. Группа Несса начала планомерные рейды на пивоварни, склады, подпольные клубы, принадлежащие Капоне. Они конфисковывали алкоголь, закрывали предприятия, перехватывали контрабандные партии спиртного, сажали за решетку мелких сошек. Но никакая из этих операций не могла привести их к главному боссу. Капоне тщательно заботился о том, чтобы между ним и его исполнителями не было никакой документированно подтвержденной связи. И он заставлял молчать всех потенциальных свидетелей. Его дважды арестовывали, один раз за незаконное владение оружием, еще раз за неявку в суд. Но он выходил из тюрьмы через несколько месяцев вот так. Однако налеты группы Несса страшно разозлили Капоне и навели хаос в его до этого безукоризненно работающей бизнес-машине. Он поклялся оторвать Нессу голову и, ослепленный яростью, совершенно не заметил, что под прикрытием этой шумной операции со стрельбой, выбиванием дверей, гонками на автомобилях совершенно другое крыло федерального правительства успело организовать и провернуть тихую акцию, которая в конце концов и уничтожит его преступный синдикат. Они зашли со стороны, с которой он совершенно не ожидал нападения. Ал Капоне всегда был бандитом стильным. Его роскошная жизнь и любовь к красивым вещам были всем известны и очевидны. Капоне не уставал веселить журналистов своими заявлениями, что он вовсе не является подпольным миллионером и главой мафии, он скромный гражданин, живущий на одну зарплату, и непонятно, почему правительство так на него взъелось. Когда он говорил это, все начинали смеяться в голос. И в какой-то момент у правоохранительных органов возникла идея, что раз нам не удается доказать его источники доходов, то, может быть, можно попробовать выстроить обвинение против Капоне, основываясь на его расходах. Допустим, что мы не можем привязать его лично к конкретным преступлениям. Но мы видим, что он сорит деньгами. Где-то же он эти деньги берет, значит, у него есть доходы. Тогда почему он не платит налоги, как законопослушный гражданин? Шестнадцатая поправка Конституции США ввела в стране единый подоходный налог. Это, между прочим, позволило ввести спустя несколько лет сухой закон, 18-ю поправку. Потому что до введения единого подоходного налога алкогольные акцизы и налоги создавали огромную часть государственного бюджета, и страна просто не могла отказаться от этих денег. До тех пор, пока она не получила новый источник дохода. Этим источником стали поступления от единого подоходного налога. И поэтому к сбору налогов с населения страна относилась очень-очень серьезно. Но что, если американский гражданин получил доходы путем, допустим, грабежа или вымогательства, или взятки? Должен ли он из этих сумм платить налоги? Очень интересный вопрос. На первый взгляд, это полнейший абсурд. В каком смысле преступник должен платить налоги с тех сумм, которые он заработал, совершая преступление? Никому из бандитов, от самых мелких до самых влиятельных, даже в голову не приходило, что им нужно
заполнять налоговые декларации и отстегивать государству определенный процент от своих состояний, нажитых нечестным путем. Ассистент Паниковский, вам было поручено сегодня вторично встретиться с подзащитным и попросить у него миллион, сопровождая просьбу идиотским смехом. И даже если это кому-нибудь пришло бы в голову, на этот счет в законодательстве Соединенных Штатов существует другая очень важная статья, а именно 3-й пункт 5-й поправки Конституции. Это очень важный и хороший закон, гласящий, что власти не имеют права силой, угрозой или обманом заставлять человека давать показания против себя. Поэтому во время ареста человеку зачитывают его права, начинающиеся с фразы «Вы имеете право хранить молчание». Это право зафиксировано в 5-й поправке Конституции. Она защищает граждан от произвола властей, потому что иначе власти могут выбить из подозреваемого любое признание, даже если он ни в чем не виновен. Так вот, если вы будете заставлять преступников заполнять налоговую декларацию, это автоматически будет вынуждать их указать источники доходов, то есть нарушать их конституционные права, обеспеченные 5-й поправкой. И это, господа, была не мелочь. Бандиты были защищены Конституцией. Но не тут-то было. На сцену выходит Мейбл Уокер-Виллибранд. Замечательная женщина, она тогда занимала пост помощника генерального прокурора. В те времена для женщины занимать такой высокий пост в какой угодно стране мира было, мягко говоря, необычно. Она была уникальным человеком. И она лично отвечала за исполнение сухого закона и налогового законодательства в стране. И ее бесила наглость, с которой бандиты уходили от ответственности. И Виллибранд успешно аргументировала на заседании Верховного суда в 1927 году, что доходы от незаконной деятельности должны облагаться подоходным налогом, как любые другие доходы. И если вы не платите налоги с вашей криминальной активности, вы заодно это пойдете под суд. Аргументация Виллибранд была очень нетривиальной. Во-первых, она заявила, что если преступников не заставлять платить налоги, то это создает несправедливую ситуацию по отношению к честным людям, которые честно зарабатывают деньги и платят налоги. Во-вторых, в законе нигде не сказано, что налоги должны уплачиваться только с легальных доходов. А если вас беспокоит 5-я поправка, никто не мешает вам воспользоваться ей прямо при заполнении декларации. Прямо так и пишите. Я заработал столько-то денег, но я отказываюсь объяснять, как я их заработал, прибегая к защите 5-й поправки Конституции. Но налоги с этой суммы вы все равно должны заплатить. И на основании этих аргументов Министерство финансов и Министерство юстиции решают посадить на скамью подсудимых самого Алла Капоне. И колоссальную подготовительную работу для этого проделал бухгалтер Фрэнк Джон Уилсон. Он родился в Баффало в семье полицейского. Сильная близорукость помешала ему пойти по стопам своего отца. Зато Фрэнк всегда хорошо разбирался в цифрах, и цифры стали его призванием. Он поступил на службу в разведывательное подразделение Министерства финансов, будущий АРС, налоговое управление США. И в 1928 году Уилсон был назначен на расследование деятельности Алла Капоне и его организации. Уилсон мог сидеть по 18 часов в день, не поднимая головы, над бухгалтерскими документами, выискивая улики и противоречия в бесконечных столбцах цифр. И по делу Алла Капоне этих цифр было очень-очень много. Только все они были слепыми. Капоне был чрезвычайно осторожен. Он не допускал, чтобы были какие-то записи о связях между ним и действиями его подчиненных. Все преступления
делались чужими руками. Однако, чтобы управлять своей огромной империей, Капоне должен был вести подробный бухгалтерский учет. И за годы рейдов на его заведение многие из этих документов были конфискованы. Ребята Несса не только палили из ружей и разбивали топорами бочонки с виски. Они также конфисковывали тонны бумаг. И к лету 1930 года Уилсон и его команда, он работал не один, просмотрели около 2 миллионов документов, выискивая в них хоть какое-то упоминание Алла Капоне. Советского миллионера не может найти даже наркомфин с его сверхмощным налоговым аппаратом. Осенью 1930 года Фрэнк Уилсон обнаружил бухгалтерскую книгу, содержащую финансовые отчеты очень крупной горной компании. И каждые несколько страниц приводились расчеты чистого дохода, которые нужно было разделить на 3 человек, которые были обозначены инициалами А, Р и Дж. Уилсон был практически уверен, что А – это Ал Капоне, но нужно было это доказать. И он нашел на одной из страниц едва видимую запись карандашом. Фрэнк заплатил за Алла $17 500. Это была ниточка, за которую он начал тянуть. На протяжении 3 недель Уилсон сверял почерки сотен людей из окружения Капоне, пока не нашел кассиршу Лесли Шамвей, которая вела эти записи. Она работала в заведении под названием Hawthorne Smoke Shop. Вроде как отеле, но все знали, что это подпольное казино, принадлежащее Аллу Капоне. И Шамвей согласилась дать показания, что деньги с казино предназначались для передачи Капоне. Ответственный человек брал из казино наличку, относил в банк и обменивал там на банковские чеки. Выяснили его имя – Фрейд Райс. Уилсон нашел Райса, для чего ему пришлось гнаться за ним до самого Сен-Луиса, арестовал и привез обратно в Чикаго. И там его заставили дать показания о том, что эти кассовые чеки передавались им Джейку Гузику по кличке Жирный Палец. А Гузик был уже личным бухгалтером Алла Капоне. И таким образом Капоне получал свою долю от выручки. Чтобы сохранить Райса в целости до суда, его пришлось посадить на яхту и отправить в Уругвай. Ни свидетели, ни следователи в тот момент не чувствовали себя в безопасности. В конце 30-го года Капоне нанял киллеров, чтобы убить Уилсона. Но, к счастью, федеральные агенты предотвратили это покушение. К этому моменту Ральф Рафаэле Капоне, старший брат Алла и тоже гангстер, оказался более легкой добычей и предстал перед судом за уклонение от уплаты налогов. Его признали виновным, и следующие 18 месяцев Ральф провел в тюрьме. Стараясь избежать той же участи, Ал Капоне приказал своему адвокату как-нибудь разобраться с налогами, раз уж правительство так решительно хочет получить свою долю. Этот адвокат, Лоренс Мэттингли его звали, обратился к Уилсону и заявил, что его клиент не возражает заплатить долг по налогам, что это была просто ошибка, и он составил по этому поводу письмо, ставшее впоследствии печально знаменитым. Цитирую выдержки, внизу ссылка на полный текст. «Сэр, налогоплательщику Аллу Капоне сейчас 31 год, и он постоянно проживает со своей женой. У него есть ребенок, сын, которому сейчас почти 12 лет. С 1922 года он был основной опорой своей овдовевшей матери, сестры и брата. До второй половины 1926 года он работал с зарплатой, которая никогда не превышала $75 в неделю. Налогоплательщик начал действовать в качестве принципала с 3 партнерами примерно в конце 1926 года. Из-за того, что у него не было капитала для инвестирования, его участие в предприятии было минимально. Налогоплательщик никогда не был банкиром организации и никогда активно не участвовал в деятельности ее предприятий.
Так называемые телохранители, которыми он окружал себя в случае нечастых появлений в обществе, не являлись его личными работниками, а фактически являлись работниками организации. Он был постоянно в долгах перед своими компаньонами. Имеется также ипотека на дом в размере 30 тысяч долларов. Я придерживаюсь мнения, что его налогооблагаемый доход за 1925 и 1926 годы вполне может быть установлен на уровне не более 26 и 40 тысяч долларов соответственно. А на 1928 и 1929 годы не должен превышать 100 тысяч долларов в год. Лоренс П. Мэттингли. И он отправил это письмо в налоговое управление, и его приобщили к делу. Но вместо того, чтобы мирно позволить Аллу платить причитающиеся налоги, ему прислали повестку в суд. «5 июня 1931 года Аллу Капоне было предъявлено обвинение по 22 случаям уклонения от уплаты подоходного налога и плюс 5000 эпизодов нарушения закона Вольстеда, то есть сухого закона. Капоне решил признать себя виновным в обмен на обещание прокурора ограничить наказание 2 годами лишения свободы. Это был хороший вариант, потому что Капоне светил срок до 32 лет. Ал был отпущен под залог до суда, он был очень доволен и хвастался на каждом углу, как ему опять удалось выйти почти сухим из воды. О чем узнал судья Вилкерсон, судья, который должен был председательствовать на его судебном разбирательстве. И тот же самый судья, который за несколько лет до этого пытался привлечь Капоне за неуважение к суду. Вилкерсон, человек принципиальный и гордый, был в бешенстве. Капоне у него уже вот где сидел. И когда начался суд, он отказался принять предложенную прокуратурой сделку. Это было абсолютным шоком для адвокатов Капоне, которые явились на суд совершенно неподготовленными к такому развитию событий. Но это было только началом сюрпризов. Капоне открыто похвалялся, что присяжные у него в кармане, потому что все они были к этому времени или подкуплены, или запуганы его людьми. И судья дал распоряжение немедленно заменить всех присяжных. Потом судья поднял Уилсона, и тот рассказал о том, как адвокат Мэттингли признал, что Капоне не платил налоги, и его пресловутое письмо прочли прямо на суде и приобщили к уликам, несмотря на бурные протесты адвокатов. Адвокаты Капоне пытались что-то вякать на тему «человеку свойственно уклоняться от налогов», помните, у нас было бостонское чаепитие, ха-ха-ха. Но это только еще больше разозлило судью, который был абсолютно не в настроении шутить. И в результате Капоне был осужден исключительно по обвинению в уклонении от уплаты подоходного налога. Только суммы, о которых шла речь, были не те, что указаны в письме, а те, которые удалось раскопать Уилсону. Капоне был признан виновным и приговорен к 11 годам тюремного заключения, штрафу в размере 50 тысяч долларов США теми деньгами, плюс 7692 доллара судебных издержек, плюс он должен был выплатить 215 тысяч долларов с процентами по своей задолженности по налогам за 5 лет. Это была совершенно астрономическая сумма, поскольку с учетом инфляции все эти цифры нужно умножать примерно на 37. Капоне был отправлен в тюрьму в мае 1932 года в возрасте 33 лет. В тюрьме ему был официально поставлен диагноз сифилис, болезнь, которая в конце концов сведет его в могилу. 16 ноября 1939 года он был условно-досрочно освобожден по ходатайству жены по причине тяжелой болезни. В 1947 он умер в возрасте 48 лет. Абсолютной развалиной и слабоумным. После его осуждения его организация
не была полностью разгромлена и продолжала свою деятельность. Но принятие в 1933 году 21-й поправки Конституции, отменившей 18-ю поправку, а вместе с ней и сухой закон, серьезно подорвало экономическую основу организованной преступности в стране. Мафия переключается на торговлю наркотиками, контроль проституции, профсоюзный рэкет и азартные игры. И никогда больше не достигнет того влияния, как это было при Капоне. Что же до Фрэнка Уилсона, то он будет продолжать работать в Secret Service и примет активное участие в расследовании похищения ребенка Линдбергов. Это было очень громкое дело, послужившее, кстати, вдохновением для романа Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе». Именно Уилсон предложил переписать серийные номера на купюрах, использованных для выкупа малыша. Даже уже после того, как было обнаружено тело пропавшего ребенка, Уилсон продолжал в течение нескольких лет выслеживать сертификаты из выкупа по всем банкам страны, что в конечном итоге привело к аресту Бруно Гауптмана. Но это уже другая и гораздо более грустная история. А сегодняшний мой рассказ был о невидимых героях, о людях, которые тихо и незаметно делают свое дело, годами не покладая рук и не отступая, до тех пор, пока зло не будет наказано. На сегодня у меня все. Не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал, если вам нравятся такие истории. И я выпускаю новые видео каждую субботу. И еще раз спасибо моим подписчикам на Бусти и Патреоне. Без вас этот канал был бы невозможен. Если вы не знаете, что это такое, оставайтесь на рекламу. С остальными прощаюсь. Всего доброго. Друзья мои, если вы скучаете между субботами и хотели бы больше и чаще узнавать всякие интересности, касающиеся истории культуры, и особенно истории бескультурья, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или Патреоне. Эти два блога абсолютно одинаковые, я там пишу одно и то же. Просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Patreon принимает разные международные кредитные карточки. И на этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на первом уровне подписки. А на втором уровне вы еще получите доступ к дополнительным коротким видео. Кроме того, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы. И на 15 минут раньше, чем на YouTube. Это для тех, кто к субботе конкретно соскучился. Еще один немаловажный ништяк для подписчиков – это возможность бесплатно скачивать мои художественные книги. Ссылку на онлайновый магазин, где вы можете их купить, я, кстати, тоже размещу внизу в описании. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог – вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. На сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч!